В Вашингтоне снова готовы положить конец войне в Украине. По плану мир наступит через 2-3 дня. Польша ответила России на диверсию. В Варшаве обещают продолжение. Верховная Рада бурлит. На фоне коррупционного скандала радикальных перемен требуют не только соратники бывшего президента Украины, но и нынешнего. Покровский сценарий. Захватчики пытаются применить проверенную тактику на других участках фронта. Люди с оружием поиграли во взятие Берлина, но на этот раз есть небольшой нюанс. В РПЦ нашли новую трактовку священному писанию. Патриарх Гундяев объяснил, что именно имел в виду Иисус Христос. Об этих и других главных событиях утро четверга 20 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новость, которая звучит как сенсация. Мир может быть достигнут до конца недели. Политика со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет: администрация Трампа считает, что находится на грани серьезного прорыва и готова согласовать мирный план по Украине уже к концу ноября или даже в ближайшие дни. Источник издания подтверждает то, о чем ранее писали в Axios. Команда Дональда Трампа ведет работу над новым планом прекращения войны. Документ включает 28 пунктов и 4 крупных направления: мир в Украине, гарантии безопасности, общая архитектура безопасности Европы и будущее отношений США с Киевом и Москвой. Обсуждение ведется в тайне и с Кремлем. По данным политика, Киев и европейских союзников оставили в стороне. Белый дом собирается представить проект Зеленскому как факт. Один из американских чиновников заявил изданию: то, что мы представим Украине, разумно. А другой собеседник добавил жестче: нам, в общем-то, не важно мнение европейцев. Главное, чтобы это приняла Украина. Логика Вашингтона проста. Зеленский сейчас под двойным давлением. На фронте наступает Россия, внутри страны не стихает коррупционный скандал вокруг дела Мидаса. Команда Трампа уверена, что у Киева не останется пространства для маневра. Но дьявол, как говорится, в деталях. Судя по многочисленным утечкам, этот план включает сокращение армии Украины вдвое, отказ от определенных видов оружия и отказ от Донбасса. Как уже пишут некоторые западные наблюдатели, больше похоже на капитуляцию. А как вам такой план? И как долго продержится такой мир? Делитесь комментариями. Польша отозвала согласие на работу единственного оставшегося российского консульства на своей территории в Гданьске. Об этом всеми объявил вице-премьер и глава МИД Радослав Сикорский. Он прямо связал решение с недавними диверсиями на железной дороге, за которыми польские власти видят след российских спецслужб. Российская ГРУ регулярно нанимает субподрядчиков под чужими флагами для своей грязной работы. На этот раз это был не просто акт саботажа, как прежде, а акт государственного терроризма, поскольку явным намерением было вызвать человеческие жертвы. На это мы дадим ответ, и не только дипломатически, о чем сообщим вам в ближайшие дни. Тем временем польские силовики провели первое задержание в связи с диверсиями на железной дороге. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский. Чиновник не раскрыл детали и не назвал количество задержанных, подтвердив лишь, что речь идет о нескольких людях. Ранее премьер Дональд Туск сообщил, что главные подозреваемые, граждане Украины, сумели удрать в Беларусь сразу после совершения подрыва путей. Со второго раза получилось. Верховная Рада все-таки отправила в отставку сразу 2 членов правительства: министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Грищук. Ранее во вторник такое решение не прошло. Депутаты блока Петра Порошенко заблокировали трибуну, требуя отставки всего правительства. В среду часть депутатов потребовала явиться на заседание Рады премьер-министра Юлию Свириденко. Рада когось викликає, він має стояти тут. Вместо нее в зал пришел вице-премьер Тарас Качка, который убедил большинство проголосовать за увольнение Галущенко и Грищук. Прохання підтримати. Дякую.
Инициатива об увольнении поступила от главы правительства после разговора с президентом еще 12 ноября. К тому моменту вокруг Галущенко ситуация была уже критической. Он фигурирует в деле НАБУ МИДАС о масштабной коррупции в энергетике. 10 ноября у Галущенко прошли обыски. Но оказалось, что и депутаты из пропрезидентской фракции на фоне скандала требуют перемен. Часть «Слуг народа» призвала к формированию в Верховной Раде новой коалиции национальной стойкости и нового правительства без партийных квот и кулуарных договоренностей. Это заявление обнародовал нардеп Никита Потураев. А как считаете вы, каких отставок ждать в ближайшее время? Тем временем в деле МИДАСа может наступить пауза, как минимум информационная. Национальное антикоррупционное бюро приостановило публикацию новых данных. Как рассказал изданию НВ неназванный источник в антикоррупционных органах, обнародование новой информации поставлено на паузу из-за вопросов, связанных с военным положением. То, чем занимался Тимур Миндич в Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет и о вооружении. НАБУ быстрее добралось до его схем в энергетике, чем до тех, что касаются оружия. Таким образом, расследование коррупционной деятельности совладельца студии «Квартал-95» в энергетической сфере может стать частью более крупного уголовного дела. Захватчики пытаются повторить покровский сценарий на другом направлении. Как пишет Институт изучения войны, Москва стремится воспроизвести похожую тактику в районе Северска, Лимана и Славянска. Цель очевидна – нащупать слабые места и подойти к ключевым городам Донбасса с северо-востока и востока. Аналитики выделяют основные элементы нового подхода оккупантов, а это длительные кампании воздушных ударов по тыловой логистике сил обороны Украины, изоляция определенных районов боевых действий, просачивание и массовые атаки малыми группами. Эта тактика дала России локальные успехи на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях. Сейчас, судя по свежим видео с подтвержденной геолокацией, оккупанты уже сумели просочиться в южные и восточные районы Северска. Но Институт изучения войны подчеркивает, это пока точечные эпизоды, существенных изменений линии фронта они пока не дали. Украинские войска удерживают ключевые позиции. Литва открывает границу с Белоруссией раньше срока. Решение возобновить работу 2 погранпунктов с четверга 20 ноября накануне стремительно принял Кабинет министров. Министр внутренних дел Владиславас Кондратовичус объяснил, на решение повлияли выводы комиссии нацбезопасности. Она решила, что угрозы, из-за которых вводились ограничения, больше не считаются критическими. Границу с Белоруссией Литва захлопнула 29 октября из-за огромных метеозондов с контрабандными сигаретами, которые создавали угрозу гражданской авиации. В Вильнюсе это посчитали элементом гибридной войны со стороны соседнего авторитарного режима. Литовская сторона требовала у Лукашенко прекращения таких действий, а диктатор, который более 30 лет контролирует в стране все и вся, заявлял о своей непричастности. Власти Беларуси де-факто наложили руку на 1100 литовских фур, а литовские власти провели консультации не только с европейскими партнерами, но и с Вашингтоном. Кто кого пока неизвестно, но границу литовские власти открыли на 10 дней раньше, чем планировали. А вы как думаете, кто одержал верх в этом конфликте? Ждем комментариев. Империя Лукойла трещит по швам под санкциями и под давлением Вашингтона. Крупнейшая частная нефтяная компания России готовится к продаже своих зарубежных активов, месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и сотен АЗС в 11 странах. Это больше 20 миллиардов долларов. И на этот пир пришли самые тяжелые игроки мира. По данным Bloomberg и Reuters, активами Лукойла заинтересовались ExxonMobil, Chevron и государственная ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов. Покупатели хотят только самые вкусные куски. ADNOC хочет газ в Узбекистане, Exxon смотрит на доли Лукойла в Казахстане, а также обдумывает покупку доли в сверхценной западной Курне-2 в Ираке. Chevron, уже работающий в Казахстане, тоже приглядывается к бизнесу Лукойла в этой стране. Российская же компания мечтала продать все разом, единым пакетом, но его единственного потенциального покупателя, трейдера Гунвар, американский Минфин отрезал, назвав марионеткой
Кремля теперь рассматривают двухэтажную схему. Сначала активы забирает некий финансовый холдинг, потом перепродает по частям крупным корпорациям. Вашингтон прямо дал понять: предпочтительно, чтобы активы ушли американцам. Это резко сужает круг покупателей и делает судьбу российской нефтяной империи практически предрешенной. А ведь долгие годы на Лукойл мечтал наложить руку друг Путина Сечин. Но кремлевский геополитик с этими полезными санкциями опять всех переиграл. Зрителей российского телевидения очередной репетицией взятия Берлина не удивить. Но на этот раз речь идет не об исторической реконструкции. Подготовку к штурму немецкой столицы отработали в самой Германии. Бундесвер провел ночные тактические учения прямо в берлинской подземке на фоне недавних предупреждений министра обороны Бориса Писториуса. Угроза нападения России может стать реальностью раньше, чем ожидалось. Не к 2029 году, а уже к 2028. Батальон охраны Бундесвера отработал защиту правительства, бой в замкнутых помещениях, борьбу с диверсантами, эвакуацию раненых и действия в полной темноте. Офицеры объясняют, это подготовка к худшему сценарию. И метро выбрали не случайно. В кризисной ситуации тоннели могут стать транспортным коридором для переброски войск и укрытием от ударов. И, похоже, армия демократической европейской Германии готова ко встрече с любителями фразы «можем повторить». В РПЦ продолжают переписывать христианское учение. Патриарх Кирилл знает лучше, что имел в виду Иисус. Глава Русской Православной Церкви заявил, что участники агрессии против Украины не нарушают заповедь «не убий». Именно поэтому в основах социальной концепции Русской Православной Церкви в разделе «Война и мир» используется понятие «справедливой войны». Взявшие меч мечом погибнут. Гундяев опять забыл, кто же этот меч взял в руки первым, а кто для защиты. Как такой лицемер может стоять во главе церкви и вообще причислять себя к христианам? Как думаете? Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.